Рада приветствовать вас, друзья, на моем канале. Сегодня мы будем делать с вами анютины глазки в эпоксидной смоле. Это видео я записывала очень давно, и наконец мои руки дошли показать вам, как я делаю анютины глазки в эпоксидной смоле. Для этого нам понадобится файл, либо какая-нибудь плоская поверхность, с которой эпоксидная смола легко потом сможет отойти. Это может быть силиконовый коврик, обложка от тетради. Я использую файл. Мои анютины глазки из ватных дисков, и на них иногда остаются микроволоски, которые необходимо убрать. Итак, я развела заранее уже смолу, она немножечко отстоялась и стала слегка загустевшей. Я наношу вот такую вот лужицу на файл, беру цветочек и аккуратно его накладываю на эпоксидную смолу. Тихонечко распределяю, чтобы она растеклась под низом. Можно это делать пальцем, можно пинцетом, можно силиконовой палочкой, что у вас есть. А далее по капельке наношу эпоксидную смолу сверху. И также распределяю ее по всему цветочку. Чтобы ваша эпоксидная смола не разбегалась вокруг цветка и не образовалась большая сплошная лужа, то дождитесь, пока смола немножечко загустеет. И тогда ее легче будет наносить на цветочек. Но не переборщите, иначе не успеете ее распределить, и будут сплошные пузыри. Каждый мастер делает по-своему цветочки в эпоксидной смоле. Я делаю таким образом, чтобы эпоксидная смола была немножечко внахлёст моего цветочка. Так как у меня уже были казусы, и листик, допустим, который я делала винограда, один раз упал и раскололся на две части, и изделие было испорчено, так как я, возможно, не заклеила края данного цветочка или данного листочка. Также в Инстаграм я видела очень интересные работы. Это анютины глазки в 3D. То есть цветочек разбирается на 6 лепестков и заливается по отдельности, а после собирается воедино в цветок. И в сердцевинку кладутся какие-то интересные камушки, либо стразы, или украшают их декором для ногтей. Очень интересная работа. Планирую тоже так попробовать, что из этого получится. Это, конечно, очень кропотливый труд, заливать 6 лепестков, а потом их еще соединять. И, возможно, будет интересный результат. Обязательно с вами поделюсь, что у меня получилось. Ну а далее по одному и тому же принципу я буду заливать свои цветочки. Если на поверхности вы видите пузырьки, их можно убрать зажигалкой, только аккуратно. Файл может воспламениться, не держите долго. После не забудьте накрыть крышечкой, чтобы не налетела пыль, и оставьте на 24 часа. Когда прошли сутки, смола еще не застыла до конца, она имеет состояние резины. И я спокойно могу лишнее отрезать ножницами и подровнять мою анютину глазку по контуру цветочка, но не по самому краю, оставляю 1 мм. После того, как я вырезала ножницами свои анютины глазки, мне необходимо сделать дозаливку сверху и снизу. Вот так мои анютины глазки выглядят до второй заливки. Видно, что сверху есть такие неровности. И после второй заливки они будут словно в глазури. Снова замешиваю смолу. Дождитесь, чтобы смола стала немножечко вязкой. И наносим второй слой. Аккуратно, чтобы она не пролилась. Чтобы смола не вытекла за края нашего цветочка. Распределяем нашу смолу по всей поверхности цветка. И также оставляем до полного отверждения смолы. Убираем пузырьки, если таковые имеются, и накрываем крышечкой, чтобы не попала пыль. Если вы планируете к цветку прикрепить крепления, либо красивые коннекторы, то я рекомендую делать это на первый слой заливки. Можно на изнаночную сторону прикрепить колечко, если нету коннектора. Вот такие работы у меня получились, достаточно интересные. Все были распроданы на очередной ярмарке, и я уже готовлюсь к следующей. Видео мое подходит к концу, буду с вами прощаться. Пока-пока!